собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Идеальный день. Тут из кустов на меня выходит... Ой, на чем это я остановился? Спать охота. В другой раз расскажешь. Да, уже поздно. Надо тушить костер и расходиться. А завтра что будем делать? Давайте в футбол поиграем. Опять надоело. Можно на рыбалку сходить. Скучно. Хочется чего-то оригинального. Может, на раскопки? Ну, не настолько оригинального. Есть идея! Я изобрету машину, которая составит идеальную программу на весь день. Здорово! Ну все, до завтра. Встречаемся у меня. Теперь исключим футбол, рыбалку. Что нам еще надоело? Привет, Кеша! Привет, у меня как раз все готово. Ого! Одно нажатие кнопки, и машина выдаст нам идеальный план на весь день. Итак, план такой. Сегодня мы пойдем на пикник с черничным пирогом и домашней газировкой. На реке будем запускать кораблики и воздушных змеев. Потом запечем картошку на костре, а вечером устроим киносеанс под открытым небом. Все согласны? Да! Тогда осталось подготовиться. Встречаемся ровно в полдень у моста. Кажется, все в сборе. Тогда можно раскладываться. Ой, какие тучи набежали! Кажется, дождь собирается. Надо скорее найти укрытие. Я знаю отличную пещеру неподалеку. За мной! Да, идеальный день не удался. Моя машина выдала отличный план. Просто проверку погоды я не запрограммировал. Ну что ж, будем ждать, когда кончится буря. Давай, Саня, рассказывай. Кто там на тебя из кустов вышел? Что? А, да я уже и забыл. Ой, ребята, кажется, буря стихла. Ура, дождь закончился. Да, только все затопило. И как же нам попасть домой? Без паники, сейчас что-нибудь придумаем. А давайте смастерим плот. Ого, вот это течение. Прокатимся с ветерком. Ой, кажется, нас уносит куда-то не туда. Я не узнаю этих мест. Это же Цыпины знакомые. Давайте грести к берегу. Приветствуем вас. А мы тут немного заблудились. И проголодались. Цыпа, переведи. Спасибо за ваше гостеприимство. Цыпа, переведи. Прилетайте к нам в гости на пирог. Ой, а как же нам попасть домой? Спасибо. Ну что, друзья, пора домой. До новых встреч! А знаете,
По-моему, сегодня был идеальный день. Да, было здорово. Но весь план провалился. Главное не план, а компания. Это точно. И все-таки от черничного пирога с газировкой я бы не отказался. Фотомания. Привет, Кеша! Давай с нами! Нет, спасибо, я лучше поснимаю. Надо протестировать новую фотокамеру. Так, отлично. И еще кадр. Теперь отсюда. Ура! Победа! Эх, ладно, в другой раз отыграемся. Кеша, а когда ты напечатаешь фотографии? А зачем их печатать? Можно прямо в интернете посмотреть. Я уже выгрузил их на свою страницу. Вот. Ничего себе, здорово. Какие хорошие снимки! Я тоже хочу фотографировать. И я! Это запросто. Сделаю камеры для всех. Будем фотографировать и обмениваться снимками. Смотрите, вот камера. А это приложение, куда можно выкладывать фотографии и комментировать их. Здорово. Разбирайте. Тучинцы, а ты чего? Спасибо, но я предпочитаю сохранять моменты в памяти. Ну, как хочешь. А может, сходим вечером в горы? Там будет красивый закат. Отличная идея. Можно будет пофотографироваться. Тогда встречаемся здесь ровно в 7. Пойду собираться. Ну, до вечера еще далеко. А пока жду от вас классных снимков. Какой красивый пирог! Надо сфотографировать. Здорово вышло! Поделюсь с друзьями. О, Соне понравилось! В следующий раз испеку пирог еще красивее. Цыпа, посмотри-ка сюда. Какой симпатяга. Саня, ты это видел? Выложи в интернет. Потом посмотрю. О, отличное селфи. Надо еще со сноубордом сделать. Цыпа, сейчас будем переодеваться для фотосессии. Готово. Надо испытать. Так, сейчас загружу снимки в интернет. Друзья будут в восторге. Ну где же, ребята? Уже 7. Ладно, пойду один, а то закат пропущу. Фотосъемка с воздуха. Это будет просто фантастика. Теперь я любое место смогу заснять. Вот это кадры. Ой, кто это там? Приблизимся. Да это же Тучка. Чего он там делает? А, да, мы же все вместе собирались встречать закат. Лисичка, привет. О, Кеша, ты видел мое последнее фото? Потом гляну. Мы с этой фотоманией совсем забыли про Тучку. Теперь он один в горах сидит. Ой, и правда. Пойдем скорее. Только по пути забежим за Саней и Соней. Красота! Жаль, друзья не видят. Тучка, прости, мы совсем забыли про нашу встречу. Да ничего, надеюсь, вы хорошо провели время. Да, столько классных снимков сделали. Сань, сфотографируй меня на фоне заката.
А я камеру дома оставил. Эх, такие кадры упускаем. А вы садитесь и просто наблюдайте. Сохраните все это в памяти. Как красиво! Путешествие Цыпы. Ой, а с Цыпой однажды такая история случилась. Ну все, Цыпа, запускаю. Решили мы как-то Цыпу научить летать. Ура! Наконец-то Цыпа полетел! Ой, Кеша, что ты делаешь? Это не я, это ветер. Ой, Цыпа! Пойдем скорее, нам надо его найти. Так Цыпа встретил Цыпушу. И они сразу друг другу понравились. Цыпуша отвела Цыпу в свой город. Оказывается, у нас в лесу был целый город. А там все выглядит прямо как Цыпа, только не совсем. А еще все в городе хотели улететь, потому что на самом деле у них дом был далеко-далеко. Только их летучий корабль сломался, а починить нельзя, деталей нет. Наверное, потому что импортные. Цыпа, конечно, всем понравился, потому что он хороший. Но тут появился король. Король был строгий и посторонних не любил. И прогнал Цыпу. Цыпа расстроился. Ну что делать? С королями не спорят. И тут Цыпа подумал: может, если я им помогу, они меня примут? И побежал за деталью для летучего корабля. И все стали собираться в дорогу. А Цыпуша сказала Цыпе: а давай с нами. А Цыпа подумал и решил: а давай. И Цыпушу унесло вместе с кораблем. Цыпа, вот ты где! Интересно, а что Цыпа делал, когда нас не было? О, к нам гости!
история. Можете и не верить, но это все правда. До завтра подождет. Что еще такое? Поспать не дадут. Откуда этот звук? Понятно. Кран протекает. Ерунда. Так, где у меня гаечный ключ? А, вот он. Привет, Кеша! Привет, дочка. Привет, лисичка. Чего делаешь? Да так, кран чиню. Ну ладно, не будем мешать. Нет-нет, заходите. Я тут вчера новых игрушек намастерил. Класс! А как же кран? Кран? Ничего, до завтра подождет. Ой, здорово повеселились. Да, только мы тут такой бардак устроили. Это ерунда. С моей турбометлой я мигом порядок наведу. А знаете, я что-то проголодался. Самое время испытать мое новое изобретение. Кухонный комбайн «Сытый Мишка 2000». А уборка? Да ну ее, до завтра подождет. Ой, Кеша, ну ты нас накормил. Вот уж правда, сытый Мишка. И сытая лисичка. Привет, ребята! Айда в футбол играть! Футбол! Круто! Тучка, лисичка, пойдемте калории сбрасывать. Кеш, а как же посуда? Посмотри, тут целая гора. Ничего, не убежит посуда. До завтра подождет. Саня! Пас! Я открыта! А вот и закрыто, зато открыты ваши ворота. Ловите гол! Ой-ой-ой! Ну, на самом деле я туда и целился. Подумал, попаду ли я с такого расстояния в трубу. Да уж, завидная меткость. Похоже, матч окончен. Это еще почему? Ну а кто будет трубу чинить? Ерунда! До завтра подождет. Играем! Десять-два – это еще не победа. Завтра мы вас разгромим. Постой! Тучка! Тучка! Я забью! Гол! Ой, это мне приснилось? Расскажу Тучке, какой я гол во сне забил. Потоп! Ничего, сейчас я все починю. Вот только ключ свой найду. Куда же я его забросил? Да, бардак совсем не кстати. Ой! Да, надо было все-таки вчера помыть. Ой, кажется, это труба на крыше. Ой! Кеш, ты дома? Ого! А мы тебя на футбол хотели позвать. Не, у меня тут кое-какие дела со вчера остались. А может, до завтра подождет? Ну уж нет. Ну что, лисичка, поможем Кеше с уборкой? Конечно!
Машина идей. Напоминалку я уже делал, телепорт тоже, турборанец, умный дом, космический корабль. Все было. Привет, Кеша! Привет. Пойдем в бадминтон играть. Нет, я занят. Думаю, чего бы новенького смастерить. А зачем тебе? Лисичка, я же изобретатель, а значит должен постоянно придумывать что-то невероятное, фантастическое, чего до меня еще не было. Но кажется, у меня больше нет идей. Нет идей? Странно. А что ты обычно делаешь, когда чего-то нет, но тебе очень нужно? Как что? Просто изобретаю. О, точно, придумал. Сделаю машину идей. Ладно, не будем мешать. Готово! Представляю вам машину идей. Здорово! И как она работает? Нужно сделать запрос, и машина выдаст оригинальную идею для изобретения. Хотите попробовать? Конечно. Пусть придумает что-нибудь. Веселое! Да, и летающее. Машина, я хочу изобрести что-нибудь веселое и летающее. По вашему запросу предлагается летающая щекоталка. Отличная идея! Летающая щекоталка! И как я сам не догадался! Ждите здесь! Летающая щекоталка готова! Щекотно! Эй, щекоталка, попробуй догони. Ой, что-то я устал смеяться. И я! Кеша, пора выключать щекоталку. Выключать? Этого я не учел! Так, за мной! Добежали! И как же нам с ней справиться? Нужна идея, чтобы остановить летающую щекоталку. По вашему запросу предлагается прыгающая обнималка. Обнималка? Ну уж нет, нам и щекоталки достаточно. Еще идеи есть? Это самая оригинальная. А что-нибудь попроще? Запрос отклонен. Эй, как это отклонен? Бесполезная машина. Кеша, придумай что-нибудь, а то мы отсюда никогда не выйдем. Надо ее как-то словить и связать. О, есть идея! Тученция, подай мне отвертку. А ты, лисичка, вон тот клубок веревки. Ого! Что это? Веревочная стрелялка. Пусть попробует нас защекотать. Тученция, открывай. Эх, осечка. Лисичка, заряжай еще. Вернулась. Еще клубок. Ой-ой, она совсем близко. Надо закрыть дверь, пока не поздно. Подожди, последний выстрел. Попалась! Кеша, здорово ты с ней разделался. Да, молодчина. Только жаль, что пришлось разобрать машину идей. Без нее я опять не смогу ничего сделать. Но ты же придумал веревочную стрелялку. Точно, и без всякой машины идей. А ведь и правда. Значит, у меня еще остались оригинальные задумки. Вот именно. Ну, теперь можно идти на улицу. А что делать с щекоталкой? Переделаю ее в подбиралку валанчиков. Но это потом. А сейчас пойдемте играть.
мысли вслух. Опять жара. Да уж, жара. А завтра-то будет еще жарче. Вот бы сейчас мороженого. Да, хочу мороженого. Точно! Надо построить мороженоделочную машину. Ну что, до завтра все замерзнет. Отлично, завтра и съедим. До завтра, мальчики. Интересно, какое там мороженое получилось? Эх, попробовать бы. Нет, подожду до завтра. А вдруг кто-то уже все съел? Надо проверить. О, ну, с мороженым все в порядке. Я только один кусочек. Один маленький кусочек. Ох, кажется, я съел слишком много мороженого. Ой, у меня голос пропадает. Привет, Кеша! Ты чего здесь так рано? Привет, ребята! Ну что, давайте пробовать мороженое. Точно! Кеша, открывай! Чего? Я тебя не понимаю. А я знаю, Кеша играет в игру, где все нужно показывать без слов. О, это я люблю. Так, ты показываешь жирафа. Котлета. Нет. Лужа. Бутерброд. А, ты показываешь, что у тебя нет голоса, потому что ты спал под открытым окном. Да, я угадала. А куда делось мороженое? Его украли? Оно убежало? Я не понимаю, покажи еще раз. Оно растаяло под солнцем. Я опять угадала. Ну вот, мороженого нет, у Кеши голоса нет. Кошмар. Мое самое полезное изобретение. Оно говорит мои мысли вслух. Мне больше не нужно говорить ртом. Ничего себе! Я могу болтать и есть одновременно. Бегать и говорить. Играть и петь. Жарко. А может опять сделать мороженое? Странно, у нас как-то мороженое пропало. Одни палочки остались. Пропало. Это просто я все съел. Что? Ой, я что, подумал это вслух? Ой, и это тоже. Ой, надо замолчать. Кеша, так это ты съел все мороженое? Так, надо соврать, что это не я. Ой, опять. Это не я. Все ясно, Иннокентий. Простите меня. Я только хотел чуть-чуть попробовать. Кеша, зато к тебе твой голос вернулся. Ребят, а давайте я сам сделаю вам мороженое. Кому какое? Принимаю заказы. Мне клубничное. А мне ванильное. А мне с червяками.